Добрый день, дорогие друзья! Сегодня бы хотелось поговорить про способы хранения пуэра в целях его выдержки. Прежде всего про китайские способы хранения и про то, как это можно адаптировать, сделать у нас. В Китае есть два основных способа выдержки пуэра. Это сухой склад и влажный склад. Сухой склад, как правило, делается в Юннане. Влажный склад – это, как правило, Гуанчжоу и Гонконг. Вообще, до пуэрного бума 2000-х годов, в общем-то, основной весь хороший пуэр уезжал, можно сказать, в Кантон, в Гуанчжоу, в Гонконг, потому что там наибольшее количество, скажем так, ценителей этого чая было, и только потом он уже разошелся дальше по Китаю и по миру. В Юннане традиционное хранение чая именно сухой склад, то есть влажный склад гуанчжоуский не используется. Сухой склад – это, значит, помещение, как правило, с бетонным полом, которое для того, чтобы влага слишком сильно не проникала, часто пол закрывают пленкой. Температура там примерно от 20 до 30 градусов поддерживается, в принципе, естественная температура для Юннани. Влажность от 60 до 70%. Для шен-пуэра считается полезным более высокая влажность, то есть его, как правило, кладут такие стеллажи, на более низкие полки, а шу-пуэр, так как он может и по суше немножко, то его повыше кладут. Ну и важный момент для выдержки пуэра на складе – это, безусловно, вентиляция склада, то есть должно быть постоянно циркулировать свежий воздух, и сам пуэр не нужно слишком герметично запаковывать. То есть почему делаются, опять-таки, бамбуковые упаковки, почему заворачиваться в бумагу, а не в какой-то полиэтилен, потому что если не будет циркуляции воздуха, то, соответственно, не будет впитывать влагу, не будет происходить процесс ферментации, и чай, собственно, не будет правильно стареть. Важно, чтобы расстояние от пола было там где-то 15-20 сантиметров, и не прислонять тоже, опять-таки, вязанки, вот такие вот вязанки с чаем, не прислонять близко к стене, потому что влажность все-таки довольно высокая, чтобы чай не заплесневел. Кроме того, постоянно мастер, который следит за складом, он следит за тем, чтобы равномерно чай впитывал, собственно, влажность прежде всего и равномерно старел. И поэтому часто вязанки перемещают. То есть, например, если одна вязанка лежала в каком-то более влажном месте, там ближе ко входу или там пониже, то есть чай пробуется, смотрится и так далее. Это про сухой склад. Влажный склад – это, в принципе, похожее место только там гораздо более высокая влажность. Таким образом ускоряются все процессы в чае, ускоряется его ферментация, и он стареет гораздо быстрее. Но, скажем так, не всегда это хорошо, и даже я бы сказал, что это есть ценители такого чая, но я к ним не отношусь, потому что это не очень естественно. То есть получается, что это ускоренный процесс, который изменения в чае происходят не так, как они должны происходить в естественном плане, то есть когда они лежат в нормальных условиях. Поэтому часто бывает, что такой на влажных складах чай портится, плесневеет, или еще что-то с ним происходит, что не очень хорошее. Кроме того, какие чаи обычно закладываются и какие чаи хорошо закладываются. Закладывать хорошо, прежде всего, крупнолистовые пуэры, то есть именно из деревьев обязательно, потому что мелколистовой кустовой пуэр, он не способен к выдержке и не может правильно, скажем так, выдерживаться и стареть именно в том плане, чтобы это был чай хорошего качества, достойного. Поэтому нет смысла какой-то дешевый и низкокачественный пуэр закладывать вообще. Насчет хранения домашнего, очень много всяких разных дискуссий, особенно в Рунете, то есть приходится читать что-то там, какие-то мнения, что только хранение правильное на нужном складе, и ничего в России тут нет смысла выдерживать, после ним ничего не произойдет. На самом деле это, конечно, ерунда, потому что, безусловно, если вы положите, где-нибудь на кухне при суперсухом помещении с влажностью 15% и будете его давать всякими запахами и сушить, то, конечно, он станет хуже только, может быть, или, по крайней мере, уж точно не лучше. Но, в принципе, в домашних условиях реально создать подходящие условия для выдержки, для такого складирования и коллекционирования пуэра
То есть в идеале это, конечно, если есть какой-то такой, может быть, шкафчик, в котором можно при помощи увлажнителя поддерживать влажность примерно там вот около 50%. Вот, и как бы, ну, то есть это если серьезно подходить к вопросу, да, то есть тоже шкаф изолируется, ставится внутрь увлажнитель, ставится термометр, да, и, собственно, такой вот мини-шкаф, как вот бывает аналогично хранению сигар там, и так далее. Это в идеальном случае. В таком простом варианте, если там у вас нет какой-то огромной коллекции пуэра, то можно, в общем-то, просто следить за влажностью помещений хотя бы, да, и отсутствие, ну, то есть банальные вот правила хранения чая, то есть, которые распространяются на пуэр тоже, то есть отсутствие посторонних запахов, соответственно, нужная влажность, нужная температура. Но самое главное, чтобы не было слишком сухо. Это как бы то, что может действительно нарушить процесс хранения. Поэтому желаю пробовать вот, и быть внимательными к чаю. И тогда все получится. До новых встреч. Всего доброго.